Ох уж эти кредиты. Сегодня мы будем помогать Дмитрию справиться с долгом за 2 равных платежа. Пользуясь случаем, передаю привет всем тем, кто знает, что такое аннуитетные платежи. Условия задачи. 31 декабря 2014 года, пока вы все праздновали, Дмитрий пошел в банк и взял кредит по 14,5% годовых. Схема выплаты кредита следующая. 31 декабря каждого следующего года банк начисляет проценты на оставшуюся сумму долга. Затем Дмитрий переводит в банк X рублей. Какой должна быть сумма X, чтобы Дмитрий выплатил долг 2 равными платежами? То есть за 2 года. Ну что, начинаем. Пусть Дмитрий позаимствовал А рублей. Банк умножит эту величину на К, чтобы начислить проценты. Затем Дмитрий выплатит X рублей. Вот что мы имеем ровно через год. Затем эту величину банк опять умножит на К, чтобы начислить проценты. Ну а Дмитрий, как полагается джентльмену, выплатит X рублей. Вот это у нас получилось через 2 года. Вопрос, чему все это дело равно? Ну, конечно же, нулю, ведь Дмитрий выплатил все, теперь никто никому ничего не должен. Попробуем выразить из нашего уравнения x, пока что не подставляя никаких чисел. Раскрываем скобки, выносим множитель x и делим на выражение k плюс 1, четко понимая, что, конечно же, оно не 0. k не может быть минус единицей. Итак, наша выплата зависит от тела кредита и множителя k. По задаче мы знали все, что нужно. Обратите внимание, за k я беру выражение 1 плюс r на 100, где r это процентная ставка кредита. Именно поэтому множитель k в одно действие позволял число a увеличивать на r процентов. Заметьте, что в этой нетрудной по сути задаче львиную долю занимает вычисление. Притом калькулятора на экзамене не будет. А стало быть, не может быть и речи о том, чтобы умножать 1,145 на себя же в столбик. Никак нет. Как же упростить вычисление? Добрый совет. Постарайтесь по максимуму сокращать. Множители в числители, в знаменатели, десятичные дроби переводите в обыкновенные и вновь сокращайте. И только после этого получайте ответ. Сейчас покажу, что я имею в виду. В числителе квадрат расписан через множители, а все десятичные дроби в выражении переведены в обыкновенные. Не стоит пренебрегать даже сокращением на 5. Конкретно здесь это помогает заметить в знаменателе множитель 429, который молниеносно сокращается вновь с числителем. И только после всего этого спокойненько перемножаем полученные числа. Так и выходит ответ. Дмитрию нужно будет выплачивать по 2 622 050 рублей. Мои аплодисменты тем, кто невозмутимо посчитал все самостоятельно. Вы молодцы!